Я приветствую вас, с вами Лика. Рада всем, кто зашел на мой канал. Сегодня мы сделаем расклад на его мысли. Посмотрим, что вообще между вами и о том мужчине, о котором постоянно думаете, да? Что он думает вообще, как смотрит на ваши отношения, чего от него можно ждать. Ну и будущее посмотрим, естественно, перспективы между вами. О том мужчине, о котором вы постоянно думаете, который не выходит из вашей головы. Сделаем сигнификацию он, вы, чтобы понимать, ваш ли сегодня расклад. Он и вы. Ну, знаете, он очень активный в ваших отношениях, если даже вы считаете себя инициатором, то нет. Именно он всегда проявляет инициативу. Вообще такой мужчина огонь. Если не переборщит, не сожгет все вокруг, вот так скажу. Но страсть в нем кипит, это однозначно. Вообще ко всему, вы знаете, он любит жизнь, вот во всех ее проявлениях. Но мужчина очень привлекательный, очень статный такой, знаете, вот. Когда на него смотришь, понимаешь, вот это какой мужчина, да? Вот идет от него энергетика такая, когда, ну, хочется на него даже посмотреть глазами, хочется его всего посмотреть. Вот как-то вот так вот идет. От него вообще приходит такой, знаете, вот мир светиться начинает. Не то, что вот как по солнцу, да, а вот какой-то такой мистической энергетикой. И вроде мужская вот в нем привлекательность, и в то же время что-то такое таинственное, но оно завораживающее. Мужчина умеет добиваться своих целей. И сейчас он направлен на то, что в любом случае я буду действовать. Угу. А вы у нас женщина, которая умеет наполнять людей, умеет наполнять позитивом. Вы знаете, в вашем обществе людям очень хорошо. Вы вот душа компании, вы добрая. Никогда не откажете, если человек к вам придет. Особенно вот подруги к вам часто приходят со своими проблемами. Вы все время их поддерживаете. Но также эта карта говорит о том, что вы сейчас можете выбирать между двумя мужчинами, либо быть при выборе, допустим, третья сторона, да, в треугольнике, это быть обстоятельства. Я всегда об этом говорю, да, или какая-то событийность в жизни, которая тебя ставит перед выбором. А человек вы легкий. С вами в общении всегда очень хорошо. То есть вы такая, знаете, вот девушка, которая вот даже умеет организовывать вечеринки, праздники, как лучше вообще все сделать. Вот к вам обращаются даже за такими советами. И вы знаете, такой человек, который хочет всегда кому-то нести праздник. То есть вам нужно, чтобы ну, чтобы кто-то был рядом, чтобы вы могли делать для него жизнь ярче. Ну вот так. Давайте посмотрим, что между вами еще. Ну, я говорю, мужчину вы зацепили прям и сердцем, и душой, и головой. Вот король Пентаклей, да, это тот человек, который очень серьезно уже смотрит на отношения. И говорю, вот в нем вот эта харизматичность, вот это по рыцарю жезлов, его черты характера, они еще больше, говорю, вот укрепляются теперь тем, что, я говорю, этот человек прямо твердо стоит по жизни на ногах. Он знает, чего он хочет от жизни, он уже мудр, он уже силен и духовно, и физически, то есть он крепкий мужчина. То есть крепкий в каком плане? Крепко стоит на своих двух ногах. Очень серьезный. Вот в каких-то серьезных, ну, в каких-то ситуациях он очень серьезный подход всегда делает. Но я говорю, он умеет добиваться своих целей, умеет завоевывать. Но вот он сейчас, знаете, вот защищает свои границы почему-то.
По четверке жезлов, он, знаете, вот у него медленно, стабильно все идет так в жизни, ну вообще между вами, да, что вот он стоит и вас не, как сказать, он вас ценит, очень ценит и уважает вас. Либо он знает о вашем сейчас выборе, вот как в этой ситуации, но и свои позиции он сдавать не хочет. Я говорю, скорее всего, касается вас, что он не хочет вас потерять, он стоит твердо, смотрит, как вас завоевать, как победить. Если это соперник, то как победить соперника. Если это обстоятельства, то решить ваши вопросы. Но стабильно и верно он закрывает свои границы. Вы даже можете не знать о его планах. Понимаете? Ну, вы скоро узнаете. Вот сейчас он вообще, я говорю, сейчас вы находитесь в том, что вообще жезлов, у него все жезлы. Посмотрите, да, король Пентаклей и все остальные с его стороны вообще вышли жезлы. То есть это говорит о том, что человек очень большой инициативы. Я говорю, он будет завоевывать, он будет решать эти проблемы. Если вы от него закрылись сейчас, потому что вам нужно принять, или, может, мужчина другой в вашей жизни появился, сейчас посмотрим, то он сделает все. Он будет придумывать все новые идеи. Он просто так от вас не отстанет. В общем, вот так. Сдаваться он не собирается. Ну да, у вас есть еще мужчина. Из прошлого. Он, знаете, он буквально недавно у вас объявился, прям вот, как снег на голову причем. Вернулся. И предлагает вам достаточно серьезное будущее. Но вышел дьявол. Хочу сказать так, что у него очень много к вам лжи. Этот человек не чист на свои слова, не чист на помыслы. И вообще в его мыслях идет вас привязать к себе. Я вот почему думаю достану, потому что по четверке пентаклей, хоть здесь эта карта и соединения, и стабильности, да, как бы он вернулся к вам, чтобы воссоединиться, потому что, говорю, вы ему нужны. И в будущем он планирует вас к себе привязать, вот как вот этот дьявол. А это, поверьте мне, такие отношения, в которых, ну, ничего хорошего ждать нельзя. Это больные отношения. Это и манипуляция, и созависимость, и ничего хорошего там не будет. Страдания. И сам по себе этот человек вышел, говорю, как вот дьявол. Бежать от таких надо, так скажу. По шестерке мечей у вас придет сейчас решение того, что вы все равно от него уйдете. Возвращаемся к вашему мужчине. Он знает о том, что у вас бывший вернулся. А вот этот человек сможет вам дать любовь, сможет вас наполнить любовью. Король кубков вышел. Он уже вас любит. Я говорю, уважает вас. Вы знаете, ему тяжело относиться от той, что вот он настолько не привык проигрывать в своей жизни и добиваться прям вот всего, как я говорю, что он хочет, да. Он боится, что вы. Он так как он всего не знает еще, я говорю, вы, видать, не обсуждали эту тему. По пятерке жезлов он прям боится, не боится конкуренции, он продумывает, пытается продумывать шаги конкурента, вот так. И по десятке жезлов ему это дается не очень легко. Он наблюдает, прям следит, вычисляет. Вы знаете, я хочу сказать так, что со временем вы будете той парой, которой вы должны быть. Это ваш мужчина. Вот о котором вы постоянно думаете, который не выходит у вас из головы, это он. А вот мужчина, который у вас вернулся из прошлого, это тот мужчина, которому надо расходиться с вами, с ним. Да. Он вам докажет, он думает вообще постоянно сейчас о вас. 24/7 это раз. Во-вторых, он, говорю, двигается в вашу сторону. Скоро прямо вот будет для вас сюрпризом.
То, что он вам позвонит, приедет резко, сделает что-то, но он вас будет завоевывать. И он объяснит вам, что с этим мужчиной нельзя рядом быть. Он вас защитит, потому что, я говорю, вас пытается вовлечь в очень нехорошую историю. Вообще отношений. Да, этот мужчина завоеватель. Планов много, опять же, вышли. И у вас начнется с ним новая полоса. Думает, говорю, он вас постоянно любит вас. Идеи, которые он вам принесет, наконец-то принесут вам мир и радость. Вы еще не верите в это. Вот скажу вот так, что по всем вот картам, которые вышли, вы настолько не верите, вы верите даже где-то еще чуть-чуть, что вот этот бывший, ну, у нас же когда-то было все хорошо, может быть, дать ему шанс, потому что этот новый, я не уверена, и так далее. Но я вам скажу так, что этот мужчина идет вам вот и надежной опорой, и любящий, верный, во-первых, потому что он знает, зачем он идет за женщиной, почему он готов ради нее на многое, потому что эта женщина должна быть со мной до конца. Король Пентаклей, который здесь вышел, и король чаш, да, это одна и та же фигура. Это половинка. И он вас видит точно так же. Ваш выбор сейчас. Вот вы думаете простить из-за воспоминаний. Смотрите, когда же на оракуле, да, пошло. Выбор прощу, потому что помню. Свадьба, отношения. Расстались вы из-за соперницы, потому что тот бывший вас ушел к другой. Ну или появилась кто-то. И вы думаете, что что-то изменится? Нет. Вот для чего он идет. Он хочет с вас энергетику, понимаете, брать. Вашу силу. Когда вот вы вспомните не только то, что как вот все начиналось с ним, что, скорее всего, он по дьяволу вам прямо лапшу на уши такую навешал, простите меня, что а ты помнишь, как было все хорошо? Ну, в общем, напоминал вам то, что в вас колыхнуло что-то прошлое хорошее. Ну, хорошее же было, да? Иначе вы бы за него замуж не вышли, не были бы с ним. Но этот человек, я говорю, мало того, что он по дьяволу выходит, он еще и с вас будет все сосать, понимаете? И энергетику, и вашу силу. Вы опять станете, вы вспомните той, какой вы стали за годы жизни с ним, в конце особенно. Не зря же вы расстались, тем более предательство было. А тот мужчина совсем другой. Мечтает о вас. Как о женщине, я говорю, которая вот ему очень нужна. Но и ревнует. Я говорю, он уже догадывается, уже знает, возможно. Вот ваш мужчина. Надежный, я говорю, верный. Человек, который вас не предаст. И он вас защитит от него. Еще раз, вот здесь даже карты говорят, вот. С тем мужчиной у вас произойдет расставание. В итоге мы смотрели на его мысли, но с мужчиной все понятно. У меня в последнее время часто переходит все почему-то на женщину. Вот от вас зависит, как дальше все пойдет. Вам звезды начертали, что этот человек должен быть в вашей жизни. Вы должны понять, нужен он вам или нет. А бывшего гоните в шею. Ничего хорошего там не будет. Если вы не хотите быть опять истощенной, и когда опять у него появится какая-то возможность, он развернется и уйдет. Не верьте ему. Там одна ложь. А к этому мужчине присмотритесь. И вы все поймете, о котором вы думаете. И думаете вы о нем не зря. Пишите. Всегда рада, как откликается, да, как вы пишете моменты все, которые тоже услышали в раскладе. Благодарю вас за то, что приходите, подписываетесь, ставите лайки, помогаете и поддерживаете меня. Огромное вам спасибо. До скорой встречи.